Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мир модной одежды. Сегодня мы будем шить детский теплый сарафан на подкладе. Сарафан очень удобная одежда. Его можно носить отдельно, а можно одевать поверх брючек, поверх юбочки, можно носить поверх одежды для тепла. Сегодня мы будем шить утепленный сарафан на подкладе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте комментарии. Есть отрез такой теплой ткани. С этой стороны она с начесом, с этой стороны она как рогожка. Я хочу из нее сшить детский теплый сарафан без рукавов. Вот этот сарафанчик можно будет носить и с платьишком, и просто с кофточкой, и поверх брючек. Но здесь вот ворсистая ткань, с этой стороны ворсистая, и есть вероятность того, что она будет цепляться за ту одежду, которая одета. Поэтому этот сарафанчик мы будем шить на подкладе. Спереди я хочу сделать сарафанчик на застежке молнии, поэтому у нас будет только на припуск на шов. Берем выкройку платья, немножко углубим пройму и увеличим вырез. Но смотрите, поскольку здесь у нас клетка, нам обязательно надо, чтобы совпали по боку эти клетки, эти полосы. Поэтому четко выдерживаем, где вот у нас начинается пройма. Точно так же на это же место мы кладем спинку. Здесь пройма, вот эти две точки, мы их будем сшивать, они на одном уровне. Переднюю часть мы прикололи, и сейчас мы ее вырежем. А потом начнем кроить заднюю. Объясняю почему. Спинка у нас идет со сгибом, чтобы нам сэкономить материал. Вот так вот приложим спинку, выровняем. И потом вот здесь у нас будет уже сгиб. Вот здесь будем сгибать ткань, и тогда у нас останется большой кусок ткани. Мало ли что, пригодится еще куда-нибудь. Вот здесь мы обвели плечо. И пройму. Так, спереди на 3 сантиметра сделаем глубже. 1,5 сантиметра по плечу. Так, вырез делаем. И здесь тоже на 1,5 сантиметра углубим пройму. Так, сейчас пока видно у нас все. Эту приколем только к одной половине, чтобы у нас клетки совпали. Вот ведем и вот здесь прикалываем. Соблюдаем болевую. Оставляем 1 сантиметр припуск на шов. Теперь спинка. Вот теперь здесь у нас будет сгиб по спинке. Полтора сантиметра опускаем здесь. И вглубь сюда тоже 1,5 сантиметра.
Это спинка, 2 детали переда. Подклад кроить будем прям по ним. Опять же, чтобы минимизировать отходы, кроить будем вот так. Это мы прогладим. Берем спинку, берем детали переда. И сшиваем их по плечам. Делаем здесь шов. Обрабатываем, отутюживаем. Берем подклад. Точно так же сшиваем по плечам. Поскольку это внутри, обрабатывать не обязательно. Главное проутюжить. После того, как стачали плечевые швы, проутюжили их, пришили украшения. Украшение можно пришить на свой вкус. Берем подклад, прикладываем лицевая сторона к лицевой стороне. Совмещаем плечевые швы. И прикалываем по всей длине. Сюда мы будем вставлять молнию, поэтому строчить мы будем только горловину. Теперь нам надо прострочить горловину. Мы делаем надрезы до линии шва. Это для того, чтобы нам вывернуть изделие по всей горловине. Теперь переворачиваем. И вот здесь у нас получается 3 слоя. Припуск на шов от основного изделия, припуск на шов от подклада и сам подклад. Вот эти 3 слоя мы берем, на одну сторону складываем и делаем шов 1-2 мм от края по всей длине. Вот я прострочила. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы нам очень легко было красиво обработать горловину. Сейчас, когда все эти припуски на шов застрочены в одном месте, нам достаточно просто проутюжить. Не надо ни выметать. Выметывается для того, чтобы не было видно подклада или деталей, которыми мы обрабатываем.
таким образом, как мы сделали, все, вот она легла, они вывернулись, и надо только пройтись утюгом. Этого будет вполне достаточно. Можно сделать еще дополнительную строчку здесь. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы выворачиваем и лицо к лицу соединяя плечевой шов. Скалываем пройму. И вот так прострачиваем. Теперь проделываем то же самое и надрезаем ткань. Выметывать, прострочить как с горловиной поступить здесь неудобно. Нам машинкой не подлезть. Поэтому мы будем выметывать вручную. Сворачиваем. Вот так у нас получилось. Теперь мы будем зашивать боковой шов. Вот у нас пройма. Складываем эти две точки. Накалываем. Скалываем бок у подклада. Давайте проверим, чтобы наши полоски совпадали. Полосочка с полосочкой. Вот так вот полностью делаем шов. Нам надо сделать следующую операцию. Выметать пройму. Что значит выметать? Надо будет прошить, наметать таким образом, чтобы с изнанки лицо было немножко видно, а с лицевой стороны изнанки не видно вообще. Чуть-чуть небольшой перекат сделать. Это мы делаем пальцами и косыми стежками выметываем. Что значит косой стежок? Вы начинаете стежок с краю, заканчиваете вперед и сюда подальше. Такой стежок не дает возможности ткани перемещаться относительно друг друга. Она лучше фиксирует, такие стежки лучше фиксируют ткань. Вот так мы делаем по всей пройме. Можно прострочить, потом декоративную строчку сделать, можно просто проутюжить. Вот с изнаночной стороны видно, как смотрится косой стежок. Сейчас идем на утюг. Воротник, ворот проутюжили, пройму рукавов проутюжили. Нам осталось только подогнуть и вставить замок. Тут, когда краила, почему-то у меня так получилось. Сейчас лишнее срежем. Подклад мы подворачиваем на 3 сантиметра,
А здесь мы подворачиваем на 2. Теперь нам осталось только вшить замок. Замочек у нас немножко длинноват, но мы его все равно вошьем. Обрезать не будем, кончик заправим вовнутрь. Заворачиваем. Поскольку пришиты рукава, немножко неудобно. И вот этот конец сюда заводим. Прикалываем. И нам надо будет здесь прострочить. Вот этот кончик у нас пойдет вовнутрь. И также вторую сторону. Ну какой сарафан без кармана? Делаем выкройку кармана. Делайте такую, какая вам нравится. Я выкроила кармашки по косой, поскольку здесь в клетку ткань, поэтому можно очень интересно отделать сарафанчик именно карманами, скроенными по косой. Обрабатываем верхний край кармана и пристрачиваем его. Далее подгибаем края кармана, приметываем и после этого уже просто накалываем по месту. Сарафанчик готов. Захотелось пришить к нему карманчики. Карманчики я выкроила по косой. Здесь нам их установить можно прям, чтобы одинаково было по полоскам. К этой полоске и здесь к этой полоске. Расстояние от центра. Так, 5,5. И здесь 5,5. Пришивать будем только к верхней части. Когда пришиваем накладной карман, вот в этих местах обязательно делается закрепка. 3 раза, как минимум, туда-сюда, где-то 1 сантиметр прострачивается. Всё. Прикалываем и пристрачиваем.